Дота в мире шутеров. Если ты где-то открыл баррикаду, то это чаще всего не услышат. И этим можно пользоваться. Чем больше режимов, в которые ты можешь играть, тем больше у тебя будет аудитория у игры. Все люди, которые давно следят за радугой, но, допустим, в нее не играли по каким-то причинам, возможно, с этого обновления вы кайфанете. Если раньше, когда раунд заканчивался в последние 20 секунд, естественно, сервер не мог это все грамотно показать. Сейчас же с этим гораздо, я думаю, для них проще. Всем привет, с вами Джойстик из состава Virtus.pro по Rainbow Six Siege. И сегодня мы с вами чуть-чуть взглянем на изменения в Rainbow Six X в новой игре. Посмотрим в ТТС, что они поменяли, расскажем кратко вообще что как. В мейн-меню нас встречает долгожданная Clash, которую собирались переработать. Сейчас вы знаете, что ей поменяли, что ей добавили щит теперь, который можно ставить, теперь только ее не наносит урона. В принципе, мы поиграли с ней немного праков, и могу сказать так, что она стала, мне кажется, еще бесячей. Я думаю, что ее частенько будут банить против тех, кто ее абузит. Также добавили новый режимчик 6 на 6, где вы можете посадить заложников, бегать, меситься. Такой чисто ДМчик режим для тех, кому надоел обычный ДМ. Есть также великий Target Drill, где любят разминаться мои тиммейты. Вот он. То есть вы бегаете по дому, находите там ботов и лупите их. Я обычно разминаюсь просто в обычном шутинг-рейнже, просто чтобы почувствовать мышку и так далее. Поэтому тут все осталось особо без изменений. Ранкед мы пока играть в ТТС не можем, но добавили расписание лиг, расписание турнирных матчей. Полезно для тех, кто следит за киберспортом. В игру добавили также огнетушители, которые позволяют тебе на несколько секунд их сломать, и будет такая дымовая завеса, которая тебе позволит что-то сделать. Я не скажу, что они как-то меняют в целом геймплей, но фишка прикольная, иногда реально спасает. Они находятся в таких местах, как раз таки, где ты можешь их сломать и что-то под это в теории сделать, но обычно их просто защитники сами ломают, как и канистры с огнем. Их тоже добавили на таких местах, где тебя могут запушить, зарашить, чтобы потянуть время и так далее. В принципе, полезная тоже фишка, но она защитникам также негативно влияет тем, что ты можешь сломать, когда ты атакующий, девайсы, которые там поставили защитники. То есть, если ты туда поставил милоситрап, колючку, что-то там еще ты туда придумал, если ты поставил это с огненной канистрой, ее просто отстрелят, и все это вокруг сломается. В атаке, допустим, вы хотите запушить с пропила, вам мешает этот угол, вы просто подходите, ломаете огнетушитель, все, вы в безопасности, он действует пару секунд, буквально там 5, и вы можете под это запушить куда-то дальше или что-то сделать. Ну, в общем, такой микромоментик приятный. Твич-дроном можно сломать эти огнетушители, и вот такие канистры стоят. Вот, вы можете их тоже отстрелить. Идет газ, который дамажит. На самом деле не сильно дамажит, то есть вы через него пройти можете, но какую-то часть хп вы потеряете. И после этого также этот баллон взрывается, после чего на полу горит огонь. Вот он горит, разгорается. В целом не так долго горит. Вот тут вот есть баллон, который на самом деле хорош. Допустим, вы играете либо кэш, либо джим, и вы взрываете этот баллон, атакующим просто чуть-чуть там времени потянете дополнительные 10 секунд. В теории можно там, допустим, твич-дроном подъехать, фейкануть. Допустим, у вас никакой атаки с туннеля нет, вы твич-дроном подъезжаете, ломаете смог. Люди в защите будут туда смотреть, в теории, но на тренировках мы этого ни разу не видели, поэтому не думаю, что это будет актуально. Также, вот, допустим, вы сюда положили колючку, сломаете баллон, если, то, видите, сишку сломала, то есть и колючка, и милоситрап, маэстро-камера, не знаю, все что угодно, что будет стоять, сломается. Сейчас добавили в игру, как мы до этого и знали, 3 бана, то есть вы играете 2 раунда в защите, допустим, баните сначала 2 атакующих, и потом, когда проходит 3-й раунд, вы можете добанить, так сказать, дополнительно одного. Это на самом деле неплохо так меняет игру в плане стратегического аспекта, то, что вы теперь можете больше каких-то фишек делать, но на практике зачастую банят либо 3 щитовика, либо 3 там тока, ну, в плане того, что какие-то с пропилом вещи мутят, поэтому неплохо так меняет геймплей, и после того, как вы меняетесь сторонами, баны обнуляются, то есть вы можете заново все забанить. В целом, как мы до этого говорили, что поменяли освещение, до этого с ним были небольшие проблемы, но сейчас никаких проблем нет, никаких багов и так далее. Они это все пофиксили, что приятно, и в целом освещение не режет глаз. На самом деле от больших объектов теперь отбрасываются тени. Если раньше было, допустим, вообще среди всех карт место 4, где ты мог увидеть тень врага, то теперь их стало как будто гораздо больше. Вот, допустим, вот видите, моя тень.
То есть, если человек будет стоять за углом, мою тень будет достаточно неплохо видно. И можно запрефать, убить, зафармить килл. Теперь гораздо приятнее ломаются стены. Все стенки пробиваются легко и одинаково. На джакузи раньше было, и вот тут раньше было, что фиг стенку сломаешь. Сейчас она пробивается так же, как все остальные, и это приятно, потому что раньше надо было достаточно сильно запариться, чтобы сделать какой-то ротейшн там, дырку или что-то еще. Звуки поменяли. На самом деле, мои тиммейты все говорят, что я хреново слышу в игре. Не могу с этим не согласиться. Я очень много звуков пропускаю. Но суть в том, что звуки как будто стали лучше с точки зрения ориентации. То есть, если раньше ты стоял у двери и можно было не понять, где человек точно, справа или слева, то как будто сейчас звуки стали гораздо понятнее в этом плане, но они стали как будто бы меньше проходить через объекты. В спальне ты стоишь, и у тебя кто-то открывает баррикаду, чтобы нагляднее было, тут пробью стенку. Вот эту баррикаду кто-то открывает, но ты без дырок стоишь за этой стеной. То ты раньше услышишь это четче. То сейчас как будто бы непробиваемые объекты стали более звуконепроницаемы, что ли. То есть, если человек открывает баррикаду где-то далеко от тебя, то ты этого не будешь слышать, и теперь можно гораздо жестче в крысу ходить по карте. То есть, если ты где-то открыл баррикаду, то это чаще всего не услышат, и этим можно пользоваться. То есть, такие изменения, в принципе, по звуку хорошие, мне нравятся. Да, к ним надо адаптироваться, к ним надо привыкнуть. Но звуки стали четче, понятнее, как по мне. Баланс в целом ни оперативников, ни оружия не поменялся. Единственное, что щитовики стали сейчас еще сильнее, потому что урон по конечностям уменьшили, то есть в руки, в ноги ты дамажишь меньше. Я думаю, что в целом для новых игроков это обновление будет прикольным. В моем понимании, чем больше режимов, в которые ты можешь играть, тем больше у тебя будет аудитория у игры. И это обновление как будто бы показывает то, что разработчики немножко откатываются в старую мету, так сказать, что было раньше, то есть то, что людям больше нравилось. И, возможно, это вернет старую аудиторию и также привлечет новую, что есть хорошо, потому что когда есть аудитория игры, это всегда хорошо. Поэтому все люди, которые давно следят за радугой, но, допустим, в нее не играли по каким-то причинам, возможно, с этого обновления вы кайфанете и снова начнете играть либо один, либо с друзьями. Ну, лучше, конечно, с друзьями, чтобы не сливать свои ПТСы, как вы знаете. Возможно, Ubisoft стали прислушиваться больше к своему комьюнити, как-то больше прислушиваться к людям. Поэтому мне в целом обновление нравится. Также не могу не заметить то, что система попаданий стала четче. То есть, возможно, я не знаю, это психология, не психология, но в целом как будто регистрация попаданий стала лучше. Если раньше было много моментов с тем, что ты стреляешь в типа, и ему надо очень много пуль, чтобы его убить, то сейчас такого почти нету. Также могу заметить, что на тренировках мы очень много стали замечать разменов. То есть, если раньше такого практически не было, то сейчас размены происходят очень часто. И я могу сказать, что это плюс, потому что как будто раньше там, где ты не убивал вообще и тебе не регистрировал пулю, то сейчас вы просто с типом размениваетесь. Если этих ситуаций стало очень много, поэтому я думаю, что мои слова имеют место быть к тому, что регистрация... Другие шутеры не дают столько разнообразия в плане каких-то пиков, стратегий и так далее. Ты можешь как играть в тупую с точки зрения АИМа, то есть ты можешь зайти в здание просто и пойти без информации, без ничего. Но также поощряется игра умом, то есть если вы играете там с напарником, вы можете ему подронить, он пойдет уже не без информации в тупую, но только на своей АИМ, надеюсь, а на командную слаженную работу, когда у него будет информация, и он по этой информации будет кого-то убивать. Пробитие потолков, ни в какой другой игре я этого не видел. То есть пробитие потолков, пробитие каких-то объектов. Очень много у тебя разнообразия с точки зрения оперативников, что у кого-то есть флешки, у кого-то есть какие-то способности, которые контролируют способности других оперативников. Это все является в моем плане уникальным с точки зрения радуги и с точки зрения других шутеров, что этого в других шутерах вы не увидите. Радуга — это очень слаженная игра. То есть мне даже нравится играть в радугу очень сильно в плане компетитива. Не особо, честно скажу, воспринимаю радугу с точки зрения ранкеда, то, что там можно что-то поделать. Потому что там все-таки есть шанс, что вы попадете в фулл пачки против не фулл пачки и так далее. То есть там для меня тренировать что-то именно концепцию какого-то раунда сложно. Мне больше нравится компетитив, где каждая команда играет по-разному, ты видишь какие-то новые стратегии и так далее. И с каждым сезоном это все меняется, ты видишь какие-то новые раунды, новые приколы, новые какие-то
использования оперативников, которые ты раньше не мог додуматься. То есть меня именно торкает радуга с этой точки зрения. Я не знаю, самый горящий раунд, который у нас был, это когда Данила остался на кухне на кафе против монтажника, и ты вот сидишь и понимаешь, что на самом деле, к сожалению, этот раунд уже не выиграть. То есть у тебя стоит тиммейт, ты понимаешь, что у него, возможно, есть шанс на победу в раунде, но против него остался монтажник, и ты сидишь и понимаешь, что это 4-6 счет, это уже проигрышный раунд, к сожалению. Да, вот так вот бывает в радуге, когда против тебя 1-1 остается монтажник. Я бы ему посоветовал, конечно же, сразу искать каких-то себе напарников, сообщников, так сказать, с которыми играть, потому что одному играть очень сложно, в компании всегда играть веселее. Не отчаиваться, потому что я помню, когда я начинал играть в радугу, то поначалу было, конечно, очень сложно влиться в это, хоть у меня был большой экспириенс там из КС и так далее, но запомните, что радуга требует немножко терпения, порог хождения тут действительно непростой, поэтому не отчаивайтесь, берите друзей с собой под руку, и я уверен, вы обязательно справитесь со всеми трудностями. Для меня это типа Дота в мире шутеров. Я это всегда таким объяснял способом, потому что очень много персонажей, очень много их какого-то разностороннего использования, очень много надо думать головой, чтобы прогрессировать в этой игре, замечать каких-то своих ошибок. То есть для меня, если ты даже механически очень сильно одаренный в этой игре, все равно думалка должна работать, и просто на механике ты тут далеко не уедешь. За защиту попроще с точки зрения именно того, что ты зачастую понимаешь, что атакующие делают, какой у них план на раунд, и легче тебе предпринять какие-то контрящие меры, тому, что они пытаются сделать. И за атаку на многих картах очень сложно зайти в само здание, поэтому для меня легче играть в деф. Я могу сказать, что сейчас мы стараемся поменять полностью наш плейстайл. Если раньше мы пытались все раунды делать как-то размеренно, все раунды довести до идеала, сезона последних 2, наверное, мы пытаемся прийти к тому, что к сожалению, идеальной постановки раунда у тебя никогда не будет. Что-то постоянно будет идти не так, поэтому мы сейчас больше приходим к тому, что имеет место быть хаотичность в наших раундах, то есть где-то можно рискнуть, где-то пойти запушить, то есть как-то раскачивать вражескую команду, чтобы она не понимала, к какому плейстайлу мы придерживаемся. То есть сейчас мы пытаемся миксовать где-то быстрые раунды, где-то очень медленные, где-то что-то среднее, то есть пытаемся перестать быть такой читаемой командой, потому что стать менее скриптованными, в общем, так сказать. И, в принципе, в целом в игре сейчас идет такой, не знаю, и изменения тебя склоняют к тому, чтобы ты так двигался, так играл, то есть чтобы более активный у тебя был геймплей, потому что поощряют ранние перестрелки, у тебя очень много для этого есть оперативников, Докаби, Деймос в атаке, очень часто их используют, то есть это все толкает команды именно к тому, чтобы играть более агрессивно, более активно, и мы, я думаю, будем придерживаться этого, но старые свои раунды мы будем не забывать, иногда все-таки они тоже работают, когда ты сам ждешь просто пока активные как раз-таки команды, которые любят агрессивную игру, сами ошибутся и наделают ошибок там, где этого не надо было делать. И также, я думаю, для зрителей некоторых, я думаю, что не для всех, но для многих зрителей активная игра — это более зрелищный геймплей, когда ты видишь, что все играют активнее, больше какого-то экшена на карте, потому что некоторые раунды были в суматохе раньше, то есть ты 2 минуты 30 секунд занимал карту, делал какие-то вещи, сетапил под атаку, но для зрителей все это было не особо, я думаю, понятно, особенно те, кто мало играли в игру. Сейчас же ты можешь увидеть на ранней стадии какие-то перестрелки, которые сейчас легче показать, потому что раньше, когда раунд заканчивался в последние 20 секунд, естественно, обсервер не мог это все грамотно показать, и многие перестрелки были пропущены. Сейчас же с этим гораздо, я думаю, для них проще. Да, плюс скоро в игре обещают, что можно будет смотреть демки прямо в игре, то есть будет идти игра, и вы можете прямо из игры, не отвлекаясь ни на какие трансляции там, и так далее, смотреть прямо внутри игры. И также после игры вы можете скачать демку какую-то, где играла ваша любимая команда, или если вы что-то хотите посмотреть для себя, усовершенствовать в своей игре, вы можете прямо внутри игры глянуть, что-то для себя подметить. И
Это круто. В целом, это все изменения, которые произошли в игре от закрытого тестирования до сейчас ТТС, на котором люди, у которых есть доступ, могут поиграть. Поэтому я очень рад, что Ubisoft двигаются, как для меня, я думаю, как и для многих, в правильном направлении. Поэтому все, кто смотрел, не забывайте подписываться, ставить лайки, писать свои комментарии. Впереди нас ждут квалификации к Рияду, которые будут происходить в обычной нашей лиге. Поэтому приходите, болейте. Начнется она в середине июня где-то примерно. Поэтому не забывайте подписаться на наши ресурсы и следить за нашей командой. Люблю вас, целую. Что я вам еще сказать? Спасибо большое, что смотрели. Пока-пока.